Сейчас развелось огромное количество банков, которые предлагают свои дебетовые карты. Нам, обычным пользователям, рациональнее всего использовать самый выгодный и удобный банк. В этом видео мы разберем самые популярные варианты, я поделюсь своим опытом и мы подведем итог. Какой картой выгоднее и удобнее всего пользоваться именно вам? Наши кандидаты: карта пользы от Home Credit банка, дебетовая карта от Альфа банка, кэшбэк карта от Райфайзен банка, Open карта от банка Открытие, карта Сбербанка, а также различные продукты банка Тинькофф, такие как Тинькофф Black и Тинькофф All Games. Мы будем сравнивать плату за обслуживание, кэшбэк, удобство использования, проценты по накопительным счетам, а также я поделюсь личным опытом использования некоторых из этих продуктов. Дебетовая карта Open. Плата за выпуск пластиковой карты 500 рублей, которые возвращаются при сумме покупок 10 тысяч рублей в виде бонусов, про них чуть позже. Вклад 6% годовых и кэшбэк 1% или 2% при оплате смартфоном в виде бонусов. Но бонусами можно возместить покупку только от 1500 рублей при наличии этих 1500 бонусов, что довольно грустно. Большая плата за открытие счета и не особо удобный для использования кэшбэк. Сбербанк. Бесплатное обслуживание при тратах от 5000 рублей в месяц, иначе 150 рублей в месяц. Самый низкий доход по накопительному счету, 3% годовых. Сбербанк является самым жадным на кэшбэк, а точнее там его в принципе нет. Там есть бонусы спасибо, которые можно тратить только в магазинах партнеров. Это максимально невыгодный в использовании банк. Почему нужно выбирать банк, который дает кэшбэк в рублях? Я думаю, все логично. Чтобы получить выгоду? Когда вы пользуетесь определенным банком, он получает с этого прибыль и отдает часть от нее вам. Переставайте только тратить, ведь можно еще и зарабатывать. И теперь, наконец, давайте поговорим о банках, которые дают нам зарабатывать. Альфа-банк. Бесплатное обслуживание, кэшбэк при тратах от 10 тысяч рублей в месяц 1,5%, а при тратах от 100 тысяч рублей в месяц 2%. Накопительный счет с доходом 8% при тратах от 10 тысяч рублей, иначе 4% годовых. А для получения карты тоже надо топать в отделении и ждать очередь. Но мне не сильно нравится дизайн их приложения, но это уже дело вкуса. Райфайзен банк. Полностью бесплатное обслуживание, кэшбэк 1,5% на все и для всех. Ставка по накопительному счету 6,5%. И вот так выглядит интерфейс приложения. Карта пользы от Home Credit банка. 1% кэшбэка на все покупки. От 5,5 до 8,5% годовых по накопительному счету. Обслуживание карты полностью бесплатное. Ну а теперь по поводу личного опыта. Я хотел оформить эту карту, ввел все данные, и ко мне приехал курьер и с удивленным лицом сказал: ой, а вам что, нет 18 лет? Оказалось, чтобы оформить карту в несовершеннолетнем возрасте, нужно идти в отделение с родителями. Разумеется, об этом никто ничего не говорил, хотя я вводил свой возраст. И такая дыра в системе у них есть и по сей день. А зачем тратить свое и родителей время, если есть банк Тинькофф? Бесплатное обслуживание для клиентов до 18 лет, иначе 99 рублей в месяц. И для них не важно, 16 лет тебе или 86. Оформил карту за несколько минут и ее привезли тебе в красивом конверте к дому на следующий день. Мне нравится интерфейс приложения, только то, что нужно. Все счета и карты, траты за месяц и вкладка с повышенным кэшбэком от партнеров. Например, сейчас там есть кэшбэк на Domino's Pizza 15%, кэшбэк 15% на Coca-Cola, Schweppes и другие напитки. Еще один огромный плюс внутри приложения сервиса Fisher, в котором можно купить билеты с кэшбэком от 5 до 15% и от 15 до 25% с подпиской Тинькофф Pro. Про нее чуть позже. Например, на билеты нового Человека-паука в кино кэшбэк 15% для всех и 25% с подпиской Тинькофф Pro. По условиям 1% кэшбэка на все, накопительный счет со ставкой 4% для всех и 6% с подпиской Тинькофф Pro. Также, кроме основной карты Тинькофф Black, у них есть другие дебетовые карты, такие как Тинькофф All Games с повышенным кэшбэком на игры и железо. Тинькофф не забыли и про людей помладше. Для тех, кому нет 14, можно оформить карту Тинькофф Junior. Видео становится похоже на рекламу Тинькофф банка, но нет, это мое личное мнение. Как по мне, банк без отделения — это очень классно и удобно. Давайте подведем итог. Если вы тратите больше 100 тысяч рублей в месяц, то вам выгодно использовать Альфа-банк с кэшбэком 2%. Райфайзен банк также дает приличный кэшбэк, но уже всем. Но лично для меня рекордсменом остается банк Тинькофф за счет своего удобства и того же кэшбэка за кино, без траты времени на походы в отделение. И если вы еще по каким-то причинам не являетесь клиентом банка Тинькофф, переходите по моей реферальной ссылке в описании и получайте 2 месяца подписки Тинькофф Pro абсолютно бесплатно. А это, я напомню, кэшбэк на кино 25% и повышенный доход по накопительному счету. Переставайте только тратить и начинайте зарабатывать на этом. Ссылки на информацию из ролика в описании. Подпишитесь, поставьте лайк, оставьте свое мнение в комментариях. С наступающим или уже наступившим Новым годом. Всем пока. Дальше больше.